Добрый день. Сделал себе любимому подарок. Купил индукционную плиту. Не самую дорогую, но и не дешевую, в принципе. Максимальное напряжение 1800 Вт потребляет. Таймер можно устанавливать на 180 минут. Регулировать температуру от 60 градусов до 240 градусов. Ну, также и ватты можно от 200 ваттов до 1800. Экономия энергии. Все, что на коробке написано. Размеры плиты в длину 36 сантиметров, в ширину 30 сантиметров и высоту 6 сантиметров. Обманывать не буду вас. Я уже попользовался 1 месяц. Попробовал, как оно, что оно. Позаписывал, что за сколько оно нагревает. Вот, например, 1000 Вт включал на максимум, 240 градусов, 4 литра воды. Нагревалось вот 15-17 минут. 2 литра воды за 10-12 минут. И 1 литр за 3-5 минут. Когда подключаю плиту, звуковой сигнал идет. Пишется OFF, включение, выключение и меню. Это ватты, получается, показывается, это градусы, ну и таймер. Вот, включаю. Это она автоматически выключается, если на плите ничего нету. Включаю. Теперь нажимаю на меню. Оно автоматически включается на 1600. И на плите ничего нету, поэтому она издает звуки. И пишется ЕО, это значит на плите ничего нету. Теперь поставил на плиту кастрюльку с где-то 800 грамм воды, миллиграмм. Теперь опять включаю. Опять оно на 1600 включилось. Вот этой ручкой уменьшается. Вот. Все, дальше уже нету. 200 этих самых. Также увеличивается. 1800 самое большее. Нажимаем еще раз на меню. Оно переключается на градусы. Начально это максимум ставится 240. Также можно уменьшать до 60 градусов. И еще раз, это таймер. Но я еще не разобрался, как им пользоваться. Потом, когда таймер сделали, оно автоматически переключается на ватты. Что мне непонятно было, ну так и осталось, в принципе, непонятно, для чего существуют ватты и градусы. Ладно, ватты. Понятно, что на столько ватт, как вот в электрическом чайнике нагревается на столько-то ватт. Там чайник, допустим, на 2000 ватт. Ну и это то же самое, там 1600 ватт, 1800 ватт. Когда мы переключаем на градусы, вода нагревается на 100 градусов. Это по-любому оно нагреется на 100 градусов. Для чего здесь существуют вот эти, как в духовке, больше 100 градусов, там 240, если оно нагревается за те же самые минуты, как и на 100 градусов. Вот это для меня загадка, конечно. Что мне не понравилось именно в плите. Возможно, это у меня попалась такая плита, а может на всех такое. Тепловой датчик периодически срабатывает.
Вот, допустим, оно, то обычно у меня стоит на ваттах, я нагреваю, а не на градусах. Стоит оно, нагревается, допустим, а потом оно выскакивает ошибка, там, по-моему, Е2 или что-то там такое. Пишется и начинает пищать, и, короче, по книжке написано, что это датчик сработал, вот этот тепловой. Потом, значит, я выключаю плиту, обратно включаю, и оно обратно все нормально продолжает работать. Вот пока я рассказывал, уже, ну сколько прошло, минуты 2-3, вода уже почти закипела. Я месяц пользовался плитой. Я ее для чего купил? Потому что дешевле, чем газом пользоваться. Вот я как раз месяц пользовался только плитой. Вернее, не только плитой. Я газом полностью, я вообще газом не пользовался. Вот она уже закипела. Так, теперь выключаем. Я полностью пользовался плитой, электрочайником, духовкой и грилью. У меня вышло за месяц 100 гривен. Это вышло почти 4 доллара. Вот, в принципе, кому интересно, тоже на паузу можете поставить. Вот. Плита, духовка, чайник и гриль. Ну, это сколько у меня начальная была, потом конечная. 72 киловатта намотал я. Умножил на эту самую, на стоимость, и получилось у меня 103 гривны. Ну, просто у меня квитанция пришла, там 108 гривен. Ну, небольшая разница. Вот это я написал. Это у меня за последние 6 месяцев, сколько у меня выходило электроэнергии. Но это я пользовался без плиты, без духовки и без гриля, только чайником. Ну, чайником, холодильником, все такое. Электроприборами. Вот это у меня газ-доставка, сколько у меня выходило последние 5 месяцев. То есть, здесь получается 1, 2, 3, 4. 4 прибора добавились еще ко всему, там, холодильнику, все такому. 103 гривны у меня вышло. А здесь только газ, доставка. Вот оно сколько выходит. То есть, естественно, выгодней пользоваться индукционной плитой. Еще, конечно, есть один минус. Это невозможность, как на газовой плите, выставить температуру. Допустим, 100 градусов оно кипит. Если делаю 80 градусов, оно получается периодически. То включается, то выключается. Так же самое, если ватты я поставлю, 1000 ватт оно еще кипит. 800 ватт оно опять то же самое, то включается, то выключается. То есть, если там суп или что-нибудь такое там делать, допустим, это нормально. Если там готовить я знаю, блинчики или... Ну ладно, блинчики там на чугунной плите. Ладно, она нагревается, чугунная плита. Ой, не плита, это сковородка. А если на обыкновенной, допустим, сковородке там что-нибудь делать, то на неудобство оно остывает, нагревается, остывает. Ну, короче, неудобно. Если на газовой плите оно постоянно на маленьком огне горит, то тут оно туда-сюда скакает. Все, в принципе, на этом. Спасибо за внимание.